Наш мир — это бесконечная череда загадок. Мы сталкиваемся с ними каждый божий день. Эти загадки могут быть как маленькими, так и большими, от простых вопросов до сложных философских размышлений. Каждый день мы открываем для себя что-то новое, что-то, что заставляет нас задуматься и искать ответы. И порой эти загадки заводят нас в тупик. Мы можем часами размышлять над тем, что происходит вокруг нас, и не находить ответов. Но так ли все на самом деле? Может быть, мы просто не видим всей картины? Может быть, ответы находятся прямо перед нами, но мы не можем их разглядеть из-за нашей ограниченности восприятия? А что, если за привычной нам картиной мира скрывается нечто большее? Мы часто ищем ответы в окружающем нас мире. Мы смотрим на природу, на звезды, на людей вокруг нас, пытаясь понять, как все устроено. Но что, если ответы находятся не снаружи, а внутри нас? Что, если ключи к пониманию себя и мира лежат в самых глубинах нашей души? А что, если истина находится внутри нас? А что, если ключи к пониманию себя и мира лежат в самых глубоких слоях нашей собственной души? Мы часто забываем о том, что мы сами являемся частью этого мира, и что ответы на многие вопросы могут быть найдены, если мы обратим внимание туда, где они лежат, на свои внутренние ощущения и интуицию. Именно эти вопросы мы задаем себе изо дня в день. И цель заключается в том, чтобы находить ответы на наши вопросы, лучше понимать себя и окружающий мир. Таким образом, мы предлагаем совершить путешествие в свое прошлое, чтобы найти ответы на вопросы, которые мучают нас в настоящем. Это путешествие может быть непростым, но оно всегда приносит восхитительные плоды. Виктория Высочанская – опытный наставник, коуч и регрессолог с уникальным телепатическим талантом, помогает людям на профессиональном уровне совершить путешествие в их прошлое, чтобы найти ответы на вопросы, которые мучают их в настоящем. Это путешествие может быть непростым, ведь нужно сильное желание жить свободной жизнью, настроиться с честностью посмотреть вглубь себя. Виктория использует системный подход, сочетая телесные практики с психологическими упражнениями, практики осознанности с погружениями в альфа-ритм. Благодаря системному подходу люди начинают понимать, что их прошлое и настоящее связаны между собой, что их опыт и переживания формируют их личность и их восприятие мира. И каждый раз, когда наши клиенты находят эти ответы, мы все больше убеждаемся в том, что наш мир — это не просто материальный мир. Это сложная, многомерная система, где прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между собой. Мы все являемся частью этой системы, и наши действия и мысли влияют на нее. Это сложная, многомерная система, где прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между собой. Мы все являемся частью этой системы, и наши действия и мысли влияют на нее. Мы можем не осознавать этого, но каждый наш шаг, каждое наше решение имеет последствия. И эти последствия могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому важно осознавать свою ответственность за свои действия и стремиться к гармонии с окружающим миром. Важно помнить, что мы не одни в этом мире. Мы окружены другими людьми, природой, Вселенной, и все эти элементы взаимосвязаны. Мы можем учиться у природы, у других людей, у самого мира. Мы можем находить ответы на свои вопросы, если будем открыты и внимательны. Мы можем достигать гармонии и внутреннего покоя, если будем стремиться к пониманию и осознанию. Путешествие к пониманию себя и мира – это долгий и сложный процесс, но он стоит того. Каждый шаг на этом пути приносит новые открытия, новые понимания, новые ответы. И каждый раз, когда мы находим эти ответы, мы становимся ближе к истине, ближе к гармонии, ближе к пониманию себя и окружающего мира. Итак, мир полон тайн, но эти тайны не должны нас пугать, они должны нас вдохновлять, они должны нас мотивировать к поиску, к исследованию, к пониманию. И каждый раз, когда мы находим ответы на свои вопросы, мы становимся сильнее, мудрее, гармоничнее. Мы становимся частью этого удивительного, многомерного мира, где все взаимосвязано и все имеет значение.
Прошлое оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Детские травмы, неприятные воспоминания, страхи – все это может тянуть нас назад, мешая двигаться вперед. Но прошлое – это не только боль и разочарование. Это и бесценный опыт, который делает нас сильнее и мудрее. Системная регрессивная терапия по методу Виктории Высочанской помогает вернуться в прошлое, чтобы осознать и переосмыслить его. Мы можем освободиться от груза негативных эмоций, простить себя и других, обрести внутреннюю гармонию. И самое главное, мы можем изменить свое настоящее, просто изменив свое отношение к прошлому. Как-то раз к Виктории обратился ее клиент и друг. Он был очень встревожен и растерян. После обычного, как ему сначала показалось, разговора с соседкой, он почувствовал себя совершенно обессиленным. Ноги подкосились, и он упал, словно вся энергия исчезла в одно мгновение. К счастью, падение было несерьезным, но этот случай заставил его задуматься о том, что же произошло на самом деле. Имея позитивный опыт сеансов регрессии с Викторией, он заказал сеанс расследования этого инцидента, чтобы помочь разобраться в этой странной ситуации. Виктория согласилась, чувствуя, что за этим кроется нечто большее, чем просто усталость или легкое недомогание. Они договорились о встрече, и мы с нетерпением ждали сеанса, чтобы погрузиться в глубины его подсознания и найти ответы на волнующие вопросы. Во время сеанса регрессии мы стали свидетелями удивительной картины. К энергетическому полю нашего друга была буквально прикреплена некая сущность, похожая на темный сгусток энергии. Она жадно поглощала его жизненную силу, высасывая ее словно вампир. Стало ясно, что именно эта сущность стала причиной его резкой слабости и падения. Виктория телепатически обратился к этой сущности, пытаясь понять, кто она и чего хочет. Ответ не заставил себя долго ждать. Сразу же возник образ маленького мальчика, которого родители, словно дрессировщики, заставляли выступать перед гостями, не обращая внимания на его страх и неуверенность. В этот момент мы осознали, что стали свидетелем настоящей магии, магии человеческой психики, где прошлое может влиять на настоящее самым непостижимым образом. Стало очевидно, что детская травма нашего друга, связанная с публичным унижением и чувством стыда, не была им до конца прожита и отпущена. Она продолжала жить в его подсознании, превратившись в своеобразный магнит для негативных энергий и сущностей, которые питаются нашими страхами и слабостями. Перед командой регрессологов стояла задача помочь человеку нейтрализовать эту травму, избавиться от энергетического вампира и восстановить его энергетическую целостность. Детство – это не всегда беззаботная пора. Иногда именно в детстве мы получаем самые глубокие раны, которые продолжают болеть на протяжении всей нашей жизни. В случае с нашим другом, его родители, сами того не ведая, запустили разрушительный механизм, когда заставляли его выступать на публике, не обращая внимания на его эмоциональное состояние. Они стремились продемонстрировать его таланты, но добились обратного эффекта, посеяли в его душе семена страха и неуверенности в себе. И эти семена, прорастая с годами, притягивали к нему все новые и новые проблемы, словно подтверждая его детские страхи. Разговор с соседкой стал своеобразным спусковым крючком, который пробудил старую травму и сделал нашего друга уязвимым для энергетической атаки. Возможно, в ее словах или интонациях было что-то, что резонировало с его собственным детским опытом, пробуждая чувство стыда и унижения. Так или иначе, именно в этот момент энергетический вампир получил доступ к его энергетическому полю и начал свою разрушительную работу. Команде регрессологов вместе с клиентом нужно было разорвать эту связь и вернуть похищенную энергию нашему другу. Но для этого нужно было погрузиться еще глубже в его подсознание
и найти корень проблемы. В глубинах подсознания нашего друга Виктория увидела ту самую сцену из детства. Маленький мальчик стоит на табуретке, перед ним взрослые. Их лица расплывчаты, но их взгляды словно пригвождают его к месту. Он должен прочесть стихотворение, но слова застревают в горле, а руки дрожат. Он чувствует себя маленьким и ничтожным, ему хочется провалиться сквозь землю. И в этот момент в его душе зарождается страх. Страх публичных выступлений, страх осуждения, страх не оправдать ожидания. Этот страх становится частью его личности. Он прячется в глубинах подсознания и ждет своего часа, чтобы дать о себе знать в самый неподходящий момент. Страх – это мощная энергия, которая может как защитить нас, так и разрушить изнутри. В случае с нашим другом детский страх превратился в своеобразный энергетический блок, который мешал ему свободно выражать себя и строить гармоничные отношения с окружающими. Этот блок притягивал к себе негативные энергии и сущности, которые питались его жизненной силой. Именно поэтому он чувствовал себя таким опустошенным после общения с соседкой. Она невольно задела его за живое, пробудив старый страх и сделав его уязвимым для энергетической атаки. Перед регрессологами стояла задача помочь ему осознать этот страх, принять его и отпустить, чтобы он перестал быть источником боли и страданий. Детские травмы часто ложатся в основу бессознательных программ, которые мы продолжаем реализовывать во взрослой жизни. Эти программы заставляют нас действовать по определенному сценарию, даже если он приносит нам боль и страдания. В случае с нашим клиентом программа саморазрушения проявлялась в его склонности притягивать к себе людей, которые подсознательно напоминали ему о его детской травме. Он словно искал подтверждение своей никчемности и недостойности любви, воссоздавая в своей жизни ту самую ситуацию, которая причинила ему боль в детстве. Наши отношения с другими людьми – это своего рода зеркало, в котором отражаются наши собственные страхи, комплексы и непроработанные проблемы. Если мы видим в другом человеке то, что нас раздражает или вызывает негативные эмоции, это верный признак того, что нам стоит обратить внимание на себя и разобраться в собственных чувствах. В случае с нашим другом, соседка, которая стала причиной его энергетического истощения, скорее всего, была для него своеобразным зеркалом, отражающим его собственную неуверенность и страх осуждения. Осознание своих страхов и бессознательных программ – это первый шаг на пути к освобождению от их власти. Следующий шаг – это проработка детских травм и изменение отношения к прошлому. Регрессивная терапия помогает нам вернуться в прошлое, чтобы пережить травмирующие события заново, но уже с позиции взрослого, зрелого человека, обладающего ресурсами и мудростью. Мы можем посмотреть на ситуацию с другой стороны, простить себя и других и, наконец-то, отпустить прошлое, освободив место для радости, любви и гармонии. Мы помогли нашему другу вернуться в тот самый момент, когда он стоял на табуретке, маленький и испуганный. Мы вместе прожили его эмоции, дали выход его детскому страху и обиде. И тогда произошло нечто удивительное. В его глазах появилось понимание, а затем прощение. Он смог посмотреть на своих родителей с высоты прожитых лет и увидеть, что они действовали не из злых побуждений, а из своей собственной любви и желания дать ему все самое лучшее. Прощение – это не слабость, а проявление истинной силы духа. Прощая, мы освобождаем не только другого человека, но и самих себя от груза прошлых обид. Мы разрываем энергетические цепи, которые связывали нас с прошлым, и открываем себя для новой, светлой жизни.
Когда наш друг простил своих родителей, Виктория увидела, как темный сгусток энергии, который был прикреплен к его энергетическому полю, начал растворяться. На его место пришел мягкий золотистый свет, который наполнил его теплом и любовью. Это была его собственная энергия исцеления, которая пришла вместе с прощением и принятием. Она была потеряна в далеком детстве и теперь вернулась к нему. Свет – это самая могущественная сила во Вселенной. Он способен рассеять любую тьму, исцелить любую рану, преобразить любую жизнь. И именно свет стал тем инструментом, который помог нашему другу освободиться от власти прошлого и обрести внутреннюю свободу. После сеанса наш прекрасный друг признался, что чувствует себя так, словно с его плеч свалился огромный груз. Он впервые за много лет почувствовал себя по-настоящему свободным и легким. К нему вернулась энергия, он снова смог радоваться жизни и строить гармоничные отношения с окружающими. Это было настоящее чудо, но мы-то знаем, что это чудо было результатом его собственной работы над собой, его готовности простить и отпустить прошлое. Он смог изменить свое настоящее, изменив отношение к прошлому. И это еще раз доказало всем нам, что у каждого из нас, внутри нас самих, есть сила изменить свою жизнь к лучшему. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что системная, правильная регрессивная терапия – это мощный инструмент для личностного роста и трансформации. Погружаясь в прошлое, мы можем найти корни наших проблем, осознать свои бессознательные установки и программы и, наконец-то, избавиться от всего, что мешает нам жить полной и счастливой жизнью. Регрессия – это не волшебная таблетка, но это путь к себе настоящему, к своей истинной природе, к источнику безусловной любви и мудрости, которые всегда живут внутри нас. И я верю, что каждый человек способен пройти этим путем и обрести свою собственную истину. Когда мы исцеляем себя, мы исцеляем и мир вокруг себя. Мы начинаем притягивать к себе других людей, события и обстоятельства, которые соответствуют нашей новой, более высокой вибрации. Мы становимся источником света и любви для всех, кто нас окружает. И это, знаете ли, самый ценный подарок, который мы можем сделать себе и миру. История нашего друга – это лишь один из многих примеров того, как духовное исцеление может преобразить жизнь человека. И я уверен, что чем больше людей откроются для этой возможности, тем светлее и гармоничнее станет наш мир. Эта история – это не просто частный случай. Это символ того пробуждения, которое сейчас происходит со многими людьми на нашей планете. Все больше людей начинают осознавать, что они не просто физические тела, а духовные существа, обладающие безграничным потенциалом. Они устали от страха, боли и страданий, которые царят в нашем мире. Они стремятся к свету, любви и гармонии. И это пробуждение сознания неизбежно приведет к глобальным переменам в нашем обществе. Все мы связаны друг с другом невидимыми нитями энергии. Наши мысли, чувства и поступки влияют не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь всех окружающих. Когда мы исцеляем себя, мы исцеляем и мир вокруг себя. Мы посылаем в мир волны любви и гармонии, которые распространяются далеко за пределы нашего физического присутствия. И чем больше людей пройдут путем духовного исцеления, тем сильнее станут эти волны, тем быстрее будет меняться наш мир. Наши мысли обладают огромной силой. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на чем-то, мы наделяем это энергией. И если достаточное количество людей сосредоточит свое внимание на любви, мире и гармонии, то эти качества начнут проявляться в нашем мире все ярче и ярче. Мы можем создать новую реальность,
силой своего коллективного намерения. Мы можем выбрать жить в мире, где царят любовь, сострадание и взаимопонимание. Многие пророки и учителя говорили о наступлении Золотого века, эпохи мира, процветания и духовного расцвета. И сейчас мы находимся на пороге этой новой эпохи. Все больше и больше людей просыпаются от сна неведения и делают выбор в пользу любви и света. И каждый из нас может стать частью этого великого преображения. Каждый из нас может внести свой вклад в создание нового мира. У каждого из нас есть своя миссия в этой жизни. И одна из важнейших миссий – это быть светом для себя и для других. Быть светом значит жить в соответствии со своей истинной природой, излучать любовь, доброту и сострадание. Это значит помогать другим найти свой путь, поддерживать их на их духовном пути. И когда мы выполняем свою миссию, мы становимся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Мы становимся частью божественного плана по преображению мира. История нашего любимого друга, как и бесчисленное множество других историй, свидетельствует о невероятной преобразующей силе, которая таится в каждом из нас. При правильном подходе и с правильными наставниками каждый может пройти свой путь к себе и освободить свою душу от бессознательной карусели жизни в мире грез и заблуждений. Эта сила не в волшебных заклинаниях или сверхъестественных способностях, а в глубинах нашего существа, в понимании того, кто мы есть на самом деле. Путь к этому пониманию лежит через осознание и интеграцию нашего прошлого. Все мы несем в себе багаж прошлых опытов, как радостных, так и болезненных. Именно эти опыты сформировали нас такими, какие мы есть, но они не должны определять наше будущее. Профессиональная регрессивная терапия, как и многие другие духовные практики, помогает нам распаковать этот багаж, осознать его содержимое и освободиться от того, что нам больше не служит. Это путь к исцелению наших глубинных ран и обретению подлинной свободы для нашего физического существа и, что важнее, для нашей души. Интеграция прошлого – это не значит забыть его или сделать вид, что его не было. Это значит принять его как часть своего пути, извлечь из него уроки и двигаться дальше, став мудрее и сильнее. Когда мы интегрируем наше прошлое, мы перестаем быть его заложниками. Мы обретаем возможность делать осознанный выбор в настоящем, не оглядываясь назад и не боясь будущего. Этот процесс может быть непростым и болезненным, но он необходим для нашего духовного роста и эволюции. Именно через интеграцию прошлого мы обретаем целостность и становимся тем, кем мы предназначены быть. Внутри каждого из нас горит искра божественного света, источника безусловной любви, мудрости и силы. Нас такими сотворил наш Творец. Именно этот свет позволяет нам преодолевать трудности, исцелять раны и продолжать двигаться вперед, даже когда кажется, что сил больше нет. Когда мы очищаем себя от груза прошлого и соединяемся со своей истинной природой, этот свет начинает сиять в нас все ярче, освещая наш путь и путь тех, кто рядом с нами. Мы становимся как маяки во тьме, указывающие путь к любви, исцелению и пробуждению. Пробуждение отдельных личностей неизбежно ведет к коллективному преображению. Чем больше людей пробудится к своей истинной природе, тем светлее и гармоничнее станет наш мир. Мы создадим новую реальность, основанную на любви, сострадании и взаимопонимании. Реальность, где войны и конфликты уйдут в прошлое, а на их место придут сотрудничество и взаимопомощь.
Каждый из нас является творцом своей реальности. Наши мысли, чувства и действия формируют мир вокруг нас. И когда мы осознаем эту силу, мы можем начать сознательно творить ту жизнь, которую мы хотим жить, и тот мир, в котором мы хотим жить. Давайте же направим свою творческую энергию на созидание, любовь и гармонию. Давайте создадим мир, где каждый сможет реализовать свой высший потенциал и жить в радости и счастье. Путь к гармонии лежит через наше сердце. Когда мы открываем свои сердца любви, состраданию и прощению, мы соединяемся со своей истинной природой и становимся источником исцеления для себя и для мира. Давайте же идти по жизни с открытым сердцем, излучая свет и любовь на всех, кто встретится нам на нашем пути. Вместе мы сможем создать мир, полный красоты, гармонии и благоденствия.